На прошлой неделе я прошел экзамен второй фазы, перешел на третью и задолжал вам отчет об ее прохождении. Пришло время рассказать вам о том, как она прошла, пока у меня есть свободные пару часов. Да, меня по-прежнему зовут Денис, я по-прежнему двигаюсь по пути обучения на full-stack JavaScript разработчика, и на этом канале рассказываю, как это у меня продвигается. Подписывайтесь, если хотите узнать, что будет дальше. Посмотрите мои предыдущие ролики, чтобы погрузиться немножко в контекст, а я вам сейчас быстренько расскажу, как проходила фаза 2, и побегу спать. Итак, первая фаза закладывала основы работы с JavaScript. Мы практически не касались реальных задач, а учились работать с данными. Объекты, массивы, классы, базы данных, алгоритмы, асинхронные операции. Все это нужно было нам для того, чтобы не пугаться этих конструкций на второй. Вторая фаза — это уже следующий шаг в понимании веб-разработки, а именно серверный рендеринг компонентов нашего приложения на основе React и веб-сервера Express. Как работает роутинг и отрисовка страниц, как работают API-запросы к нашим собственным базам данных с использованием ORM SQLize, так и к сторонним API-сервисам. Много внимания уделяли AJAX, то есть асинхронному подходу к построению приложений, в основе которого взаимодействие и обмен данными с сервером таким образом, чтобы страница перезагружалась не полностью, когда происходит какое-то изменение в каком-то элементе, а лишь перерисовывалась какая-то его часть. Пока еще ведется дискуссия о том, что лучше — генерировать страницу на стороне сервера, чтобы клиенту уже отдавался полностью готовый HTML-код для отображения, что разгружает мощности клиентского устройства, ускоряет загрузку страницы и делает ее более привлекательной для парсинга поисковыми роботами. Или все-таки генерировать ее на стороне клиента, чтобы улучшить пользовательский опыт от взаимодействия с интерфейсом, создавать лаконичные одностраничные приложения с роутингом на стороне клиента. Поэтому в буткемпе мы знакомимся и с тем, и с другим, чтобы иметь представление о достоинствах и недостатках каждого подхода. Фаза 2 больше про серверный рендеринг, а фаза 3 про клиентский, где на стороне сервера, который все равно присутствует в разработке, остается только обработка запросов к базе данных и формирование ответов для отрисовки контента на клиентской стороне. Окончание одной из фаз сопровождается не только стрессом от сложного экзамена и долгого ожидания решения от преподавателя о твоей дальнейшей судьбе, проходишь ты или остаешься на повтор, но и сменой окружения. Каждый раз, когда мы переходим с фазы на фазу, происходит два важных события. Выпускники из третьей фазы устраивают свой выпускной, на который можно прийти, отдохнуть в компании своих уже коллег, поздравить ребят и познакомиться с теми, кто выпустился гораздо раньше. А для первофазников устраивают такой мини-праздник, созданный для того, чтобы погрузить их немножко в атмосферу Эльбруса и дать почувствовать себя комфортнее. Так было несколько раз. При переходе с первой фазы на вторую мы встречали группу бобров, которые сейчас уже частично на второй фазе. И в этот раз мы встречали новую группу медведей. Сейчас они как раз заканчивают свою первую неделю на первой фазе. Так цикл замыкается. По окончании второй фазы мы должны уметь: первое — работать с базой данных на чуть более продвинутом уровне, то есть уметь строить связи в 3-5 таблицах, уметь работать с many-to-many сущностями, то есть не бояться промежуточных таблиц, уметь описывать модели, иммиграции в ORM, мы используем SQLize, заполнять седами базы и подключать модели Crow там на нашем сервере, чтобы обрабатывать запросы от клиента к нему. Второе — уметь создавать React-приложения, не бояться управлять десятками компонентов, ориентироваться в созданных нами структурах вложенности компонентов, то есть понимать, кто родители, кто children, уметь создавать и передавать нужные данные между компонентами без использования state-менеджеров и контекста, и уметь переиспользовать один компонент для разных задач. Например, одно модальное окно для всех запросов, связанных с добавлением или изменением элементов, авторизацией и регистрацией. Третье. Писать надежную регистрацию и авторизацию в веб-приложении. Уметь выписывать и обновлять токены у вошедших пользователей, хэшировать пароли в базе данных, сверять хэши при попытке авторизации и уметь защищать фронт и бэк от попыток войти в области, предназначенные только для авторизованных пользователей. Четвертое. Не бояться крут операций над данными. То есть создание, чтение, редактирование и удаление сущностей в таблицах баз данных и общее представление об архитектуре REST — это часть требований, которые предъявляются нам в кампусе. Пятое.
работать с Docker и, в принципе, понимать контейнеризацию приложения, то есть его упаковки со всеми зависимостями и притянутыми пакетами в процессе разработки в один контейнер, который может быть развернут на удаленном сервере или просто изолирован на локальной машине. Немало. Честно говоря, я думал, что тот объем знаний, который я получил на первой фазе, будет для меня гораздо большим подспорьем на второй, чем это оказалось на самом деле. На самом деле это какой-то вот такой следующий шаг, переход на более высокий уровень абстракции, но задачи, которые перед нами ставились, были гораздо ближе к тем реальным задачам, которые получают разработчики. Но все равно часах в сутках мало, равно как и степень проникновения знаний в мозг низкая, и поэтому их не хватало. Мне кажется, что я вывез и прошел его только на жопочасах, сидя в кампусе как сегодня до позднего вечера или в субботу и воскресенье, просто не вставая со стола. Еще я круто заболел. Я так-то, обычно не часто болею, может быть, раз в год, но на этот раз свалился прямо в разгар второй недели с температурой, кашлем и соплями. Было очень обидно, потому что как бы ты и так на стрессе, так еще и просто физически не можешь нормально учиться и воспринимать информацию. Пропустил в общей сложности я 4 дня, включая один из пятничных проектов. Пытался писать его дома, но мог нормально работать максимум 3-4 часа, а потом силы заканчивались. Как раз тема с деплоем и контейнеризацией и частично с веб-сокетами прошли мимо меня, лишь немного зацепив, поэтому их я буду нагонять позже. На экзамене второй фазы нашей задачей было за 4 часа написать приложение с реализованной регистрацией и авторизацией через GVT токены, действия доступные для зарегистрированных и незарегистрированных пользователей, куда можно, куда нельзя тем или иным пользователям заходить. Реализованные CRUD-операции над сущностями, у нас были карточки с питомцами, привязанные к пользователю, которые нужно было добавлять, удалять, редактировать и выводить на экран. Соответственно, работающая база данных с минимум 2 связанными таблицами, плюс реализация базовой защиты от несанкционированного доступа как на фронт, так и на бэк. Стек технологий — это React с хуками из коробки, мы использовали useState и useEffect, Express и Node.js на стороне сервера. И там стили по желанию или собственные, или на основе Bootstrap, Material UI или Chakra. Это не было частью задания. За это время много сделать не получится, даже если ты используешь какие-то базовые заготовки. Я сделал вот такое приложение. Дизайн я подготовил заранее, он реализован на основе компонентов Bootstrap, а цвета интерфейса я стащил с GitHub. Тут не хватает защиты бэка, то есть любой может делать запросы, в том числе и деструктивные к базе, а в целом по остальному функционалу получилось соответствовать заданию. Можно добавлять, удалять, редактировать свои карточки, выводить их на экран, и регистрироваться и авторизовываться в этом приложении. Что ж, проверили твою работу, ты не зря взял камеру, это хорошая работа. Все работает через модалки. Как всегда, есть одно «и». Что точки для роста, это необходимо проверить на пользователя, когда ты добавляешь, удаляешь, точнее удаляешь, когда и редактируешь. Что может только это пользователь сделать. И модальные окна. Вот так. На третью фазу я прошел, я не все концепции прям хорошо, идеально понял. В целом 60%, наверное, уложилось. А остальное я знаю, где искать и как реализовывать теоретически, но практические навыки уже добью при необходимости. Многие ребята на таком уровне понимания принимают решение о том, чтобы остаться на повтор, чтобы лучше понять и почувствовать себя более комфортно. Но мне это не подходит, потому что я чувствую, что уже физически не вывожу такой темп и ритм. Сна очень мало, задач и требований очень много, поэтому я стараюсь выкладываться по максимуму, чтобы успевать закрывать обязательные для понимания концепции, оставляя кое-какие темы для изучения позднее. Я пойду готовиться к финальным испытаниям. Третья фаза имеет свой вайб и свою атмосферу. И главное, это, конечно, финальный проект, по которому будет понятно, насколько ты усвоил всю информацию за весь период обучения. Но перед ним стоит препятствие. Это экзамен, который проходит не через 3 недели, как в остальных фазах, а через 1,5. То есть буквально через
несколько дней, в следующую среду, мы будем сдавать экзамен, по которому будет понятно, допускаемся ли мы до выбора тем финального проекта и реализации их, или остаемся на домашний повтор. Информации по-прежнему очень много. Кажется, что здесь задача уложить ее в голове еще за более короткий срок, поэтому пойду готовиться, отдыхать и готовиться к финальным испытаниям. Если остались вопросы, оставляйте их в комментариях, я отвечаю на каждый. И пожелайте мне удачи. Keep coding и до встречи. Я надеюсь, что я с первого раза, я не хочу... Этого не надо, вот это вот еще каждый божий день. Это не вынесу. Да. Хочется просто уже закончить, вот так как закрыть эту книжку. Гуляю на все. Ура! У тебя пятерок. Да. Татуировка красивая. Спасибо. Магомедхан, а что тебе сказали, как диалог строился? Ну, что он мне рассказал о моем проекте. Типа, что у меня там функционировало, что нет. Ну, типа, у меня все есть, все крады были, все крады операции. И сказал, что 2 крады операции у меня работают не на Аджаксе, то есть обновлять страницу нужно самому. Нужно, типа, вот это подтянуть на выходных, типа, я бы, например, подтянул это все на выходных, чем оставаться... Молодец. Ты идешь. Я? Да, тоже. Блин, у меня катка. А кто там? Ну, короче, сказали, нормально, сильная работа, все хорошо, да? Не, ну работа нормальная, хорошая. Дизайн, у меня и так не было дизайна особо. Да. Но у меня все работало, и так в целом я не сомневался, что я пройду. Я сомневался из-за дизайна и из-за... Если начнут, типа, меня спрашивать, потому что часть того, что я скопировал с GPT, например, с редактированием, я его нормально сам не понял. Но у меня работает все. У меня добавляется, и редактируется, и удаляется, у меня все И работает. никто не спрашивал, да, особенно? По коду просто, типа, вот точки роста и все, да? Я вам не сказал, типа, что мне лучше, что нужно мне подтянуть. Но я это и так знаю. Use state и use effect, я это понимаю, что мне это надо подтянуть. Чтобы... Use effect же влияют на то, что у тебя и use state, чтобы без обновления страницы у тебя состояние это все появлялось. Use state, и в них хранится Вот состояние. Ajax это use state, правильно? Нет, Ajax это внутренние функции React. Ой, это use Вот когда state. ты добавляешь use state, это технология, я понимаю, но в плане вот, чтобы ты добавлял, допустим, ты добавляешь что-то, Нет, и оно у тебя появлялось как Ajax без работает? обновления. У тебя ты запрос на сервер делаешь, Да. сервер тебе возвращает респонс, там типа 200. Да. И на основе этого респонса ты не состояние. перерисовываешь страницу, а меняешь один элемент. Вот это... Состояние вот это, Да, правильно? да, состояние все правильно. Блядь, я тут твою, блядь. Что, Ангелин, ты прошла? Прошла? Ну, видишь. Что сказали? Ты прошла. Ну, сказали, все норм, только с путями напутала. Но я это и знала. Я пыталась это пофиксить 100 лет, но у меня не получилось. Вот. Но он там быстро поменял. У меня там animal вместо animals где-то. Короче, вот такие ошибки. Никогда. Саша очень сильно расстроился, когда увидел мою первую итерацию кода. Он прямо увидел и сказал, что типа неужто я не смог, неужто я ничего не вынес за вторую фазу. Вот. Но я ему сказал, что я могу, он говорит, что с поручкой. Я ему объяснил, что, короче, из-за того, что время, экзамен и так далее, я ему, ну, что на меня это, короче, плохо давит, и я начал там все ломать, копипасть и так далее. Сломал то, что работало. Я показал ему, что в ветках есть коммиты, которые работают, и регистрация, логинизация, и что есть отображение там страницы и ручки, что я не успел допилить. Одну ручку я показал ему прям по добавлению, я напилил буквально за 5 минут до того, как он меня позвал, и он прям на месте меня заставил допилить ручку по делиту. Ты сделал? Я сделал, да, прям в лайв-кодинге вторую ручку по делиту. Это Роуд создал, да? Запрос к нему? Не, Или только Роуд? у меня было это, нет, да, то есть там проблема была в роуте с делитами, хендлерами и вот это вот все. То есть как бы, короче, я доделал страничку и да, роут у меня был нормальный, у меня была просто проблема с формами. И
добавлением. Короче, я в лайфкодинге это сделал, вот, он сказал, отлично. Мы с ним в целом поговорили по душам, потому что компания объяснил, что меня вообще не штырит от этого, и что даже если бы он меня не пропустил бы, я просто попросился бы досмотреть лекцию, уйти. Ну, я ему объяснил, что, типа, кодинг меня не радует, и говорю, что для меня это, типа, очень сильно там вызывает заставляет очень много сил и средств жрать, чтобы вообще себя заставлять кодить. Ну, мы поговорили по душам и про математику, и про наше прошлое, типа, как мы это делали. То есть, как, ну, он сказал, что он про меня не за жалость. Он же тоже математик, да? Да, что, типа, это не за жалость, что, типа, я, ну, типа, в лайфкодинге, типа, написал ручку, все сработало, типа, не было никаких проблем. Вот. И он говорит, типа, он просто объяснял, что время экзамена нужно для того, чтобы у вас будут собесы, и чтобы вы на собесах, как бы, могли быстро. И так как я прям при нем написал ручку всю, условно говоря, то для него это не было, ну, никакой проблемы. То есть он пошел навстречу и понял, что, типа, ну, так вот. Да. Ты уверен, что меня снимал? Мне кажется, ты снимал где-то мой низ.